Привет, друзья! Сегодня мы хотим вам предложить расслабиться и повеселиться, а возможно даже пополнить свои знания. Для этого мы подготовили интересный тест для расширения словарного запаса. Из этого теста вы узнаете значение новых слов, если раньше их не знали. Представители коренного народа Новой Зеландии, маори, носили на себе какаху. И при этом даже никто не улыбался по этому поводу. Что скрывается за этим словом? Маорийский теплый плащ. Широкополая шляпа коричневого цвета. Шерстяные носки. Какаху – маорийские плащи, создаваемые ручным сплетением нитей. Считаются вершиной маорийского ткачества. Выделяется несколько разновидностей, в том числе каху-хурухуру, покрытые перьями, каху-киви из перьев одноименной птицы, каху-кури из собачьей кожи и караваи, украшенные кистями или помпонами. Какаху, как и другие произведения текстильного искусства маори, плели руками. Ткацкий станок нигде в Полинезии не использовался. Создание одного какаху занимает много месяцев. Этим в основном занимаются женщины. Что такое диспенсер? Устройство для дозированной выдачи жидкостей, салфеток, полотенец. Способность одних веществ растворяться в других. Приспособление для улучшения зрения. Диспенсер – это устройство, которое позволяет комфортно пользоваться моющими средствами, бумажными полотенцами, салфетками и другими предметами. Изготавливаются дозаторы из разных материалов, а также могут отличаться по форме, размеру, декоративному оформлению и предназначению. Попробуйте угадать, что такое антимония. Ощущение разочарования. Изменение сознания через сильные переживания. Пустой разговор. Существует речевой оборот разводить антимонии, то есть вести пустые, излишне долгие и отвлекающие от чего-либо серьезного разговоры, проявлять излишнюю мягкость, снисходительность в отношениях с кем-либо. Одна из версий происхождения оборота с историей про монахов. Алхимики вели долгие споры относительно лечебных свойств сурьмы, то есть разводили антимонию. По другим источникам, выражение происходит от долгого и нудного процесса разведения и растирания лекарственных веществ, одним из которых являлась сурьма в гомеопатии. ДАК-тест или утиный тест. Выберите соответствующую ему строку. Если человек не может произнести слово «утка», значит он не трезв, и его нельзя воспринимать всерьез. Если кто-то видит утку, знает, что это утка, но заявляется, что это не утка, то это политик. Если нечто выглядит как утка, плавает как утка и крякает как утка, то это, вероятно, и есть утка. ДАК-тест – это тест на очевидность происходящего. Подразумевает, что сущность какого-либо явления можно идентифицировать по типичным внешним признакам. Суть теста выражается следующим утверждением. Если нечто выглядит как утка, плавает как утка и крякает как утка, то это, вероятно, и есть утка. По одной версии, фраза является немного измененным утверждением, которое впервые употребил американский поэт Джеймс Уиткомб Райли. Кто ездит на папомобиле? Папа Римский. Отец семейства. Глава корпорации. Папомобиль – неофициальное название специально разработанного автомобиля для публичных поездок Папы Римского. Легкомысленное прозвище почтенному автомобилю придумали журналисты. Первый автомобиль появился в гараже Ватикана в самом начале 20 века, но прошло еще несколько десятилетий, прежде чем понтифики окончательно приняли и оценили по достоинству своих железных коней. В своей истории
Папа-мобиль прошел долгий и нелегкий путь от переносного трона до современного мощного внедорожника. Что такое пука-пука? Атоллы в Тихом океане. Самоанско-полинезийский язык. Оба ответа верные. Пука-пука – обитаемый коралловый атолл в северной группе островов Кука в Тихом океане. Это один из самых отдаленных островов архипелага Кука. У пука-пуки свой собственный язык и обычаи, которые отличаются от обычаев остальных островов Кука. Говорят, что все население происходит от 17 мужчин, 2 женщин и неизвестного количества детей, которые пережили катастрофический шторм и цунами в 17 веке. Новая оценка даты бедствия, основанная на устных рассказах, предполагает, что это произошло около 1590 года. После набегов на черных дроздов к 1870 году население атолла сократилось до 340 человек. Что такое менажница? Женщина, ответственная за сервировку стола. Неглубокое блюдо с перегородками для разных кушаний, подаваемых к столу. Обложка-папка для сохранения чеков. Менажница – это уникальная и стильная посуда, которая пригодится для сервировки стола, на вечеринках и даже на пикниках. Она вмещает в себя сразу несколько блюд, которые не будут смешиваться между собой. В первое время менажницы использовались для самолетов и шведского стола и делались из пластика. Потом их все чаще стали применять для сборных салатов. В каждое отделение насыпались разные ингредиенты. Каждый гость мог выбрать его любимые продукты и составить идеальный салат в тарелке. Сейчас в посуде подают все что угодно: закуски, гарниры, вторые блюда, десерты. Выберите определение, подходящее к слову «кошениль». Мягкая продолговатая сумка с затягивающейся горловиной. Насекомое, из которого получают ярко-красное красящее вещество. Сорт сладкого ржаного хлеба с изюмом. Слово «кошениль» происходит от испанского «коченила» – ярко-красный, алый, и означает как природный красный краситель на основе кармина, так и насекомых, из которых его получают, несколько видов кокцид, червецов, щитовок. Считается, что в Европе краситель появился благодаря испанскому завоеванию Нового Света. Часто его даже так и называют – мексиканская кошениль. Нога во рту – это психологический феномен, который используется в психологических манипуляциях. В чем его суть? Если человек ответит на ритуальный вопрос, например, «Как дела?», ритуальным ответом «Хорошо», то он положительно ответит на просьбу о помощи, следующую за этим. Если попросить человека посмотреть на ноги, а потом резко дернуть, он ответит «да» на любой вопрос. Если одна нога человека застряла в двери, то он не способен принимать правильные решения и отвечать адекватно. Эффект нога во рту – психологический феномен, который показывает, что человек, ответивший на ритуальный вопрос «Как ваши дела?», «Как вы себя чувствуете?», ритуальным ответом «Хорошо, все в порядке», в дальнейшем даст принудительно положительный ответ на просьбу о помощи. Также это принуждение будет сильнее, если человек, задавший ритуальный вопрос и получивший ритуальный ответ, скажет «Рад это слышать». Данный механизм был разработан Дэниелом Ховардом в 1990 году. Феномен используется в психологической манипуляции, что означает слово «шахбокс» – гибридный вид спорта, комбинация шахмат и бокса, коробка для хранения шахмат, удар, нанесенный с помощью шахматной доски. Шахбокс – вид спорта, объединяющий шахматы и бокс. Противники играют в шахматы и бьются на ринге,
пока один из них не получит мат или не отправится в нокаут. У этого вида спорта есть и прикладное значение. Он помогает готовить профессионалов в области безопасности. Шахбокс подойдет воинам спецподразделений, которые должны использовать не только свои физические, но и интеллектуальные возможности для решения задач безопасности.